Друзья, всем привет! Начинаем с вами еще одну рубрику. Это планеты в знаках зодиака. Всем почему-то очень сложно дается сопоставление, соединение функции планеты со знаком зодиака. Поэтому будем соединять с вами вместе. В этом видео мы поговорим про Солнце в знаке Овна. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Овен — это первый знак зодиака, и это кардинальный знак зодиака. Кардинальные знаки являются инициаторами, знаменующими начало. Овен — это огненный знак. Солнце — это тоже огонь, источник света, тепла и жизненной энергии. И Солнцу, конечно же, очень комфортно в стихии Овна. Тут Солнце находится в своем самом сильном положении в экзальтации. То есть экзальтация — это самое сильное и комфортное положение для планеты. Попадая в знак Овна, Солнце превозносится, почитается и ценится. И если Солнце — это огонь постоянный и устойчивый, то Овен — это искра, начало, импульс, старт к действию. И мы знаем, что Марс — это планета действия и напористости, и Марс управляет динамичным и упорным знаком Овна. Овны, они проявляют свою безграничную неистовую энергию, заразительную для окружающих, смелость и энтузиазм, невероятное стремление и бесстрашный дух для смелого преодоления каких-то трудностей и препятствий на своем пути. И они успешно идут к своим целям. И вот этот Марс, он наделяет Овна напористостью, настойчивостью, сильной страстью и непоколебимой решительностью, а также врожденным чувством приключений, вселяя интересы к жизни и стремление к новым впечатлениям. И Солнце, конечно же, находясь в Овне, впитывает всю эту марсианскую энергию и дает как положительные, так и порой отрицательные характеристики человеку. Так вот, люди с Солнцем в Овне — это прирожденные лидеры, обладающие исключительным мужеством, новаторским духом и непоколебимой решительностью в достижении своих целей. Они смелые, независимы и страстны. Их увлечение является движущей силой их действий, и они не боятся неустанно добиваться своих целей. Как правило, это у нас очень энергичные, динамичные, храбрые люди, которые живут именно в настоящем моменте и довольно реалистично видят мир и людей и осознают свои физические потребности и желания. Солнце в Овне говорит о том, что человек — это прирожденный воин, готовый к испытаниям, быстро реагирует на обстоятельства и разные ситуации. Такие люди также обладают бесстрашием и отвагой. Страх не удерживает их. Они часто готовы противостоять вызовам лицом к лицу, а их внутренняя сила и уверенность в себе позволяет им побеждать в очень трудных ситуациях и бороться за то, во что они верят. Их бесстрашие и смелость проявляются не только на физическом уровне, но также в умственном и эмоциональном. То есть они не боятся отстаивать то, во что они верят, бороться за свои убеждения, и эта смелость часто сопровождается сильным чувством решимости. Они целеустремленные и не остановятся ни перед чем, чтобы достичь того, к чему они стремятся. И они обладают врожденным качеством оправляться от любых проблем, с которыми сталкиваются, и могут с достоинством справляться с этими невзгодами. Их настойчивость и непоколебимая сила воли позволяет им последовательно преодолевать все препятствия и поддерживать вот это свое стремление к успеху. Под влиянием Солнца в Овне люди демонстрируют очень сильные лидерские качества. Они стремятся быть номером один. Они не боятся брать на себя ответственность и идти вперед, что делает их таким прекрасным примером для подражания в глазах других людей. И будучи прирожденными лидерами, они часто инициируют какие-то проекты, мотивируют окружающих. Люди с Солнцем в Овне обладают качествами первопроходцев. Они уверенные, самодостаточные, они смело принимают вызовы судьбы и являются такими прирожденными пионерами. И на протяжении всей своей жизни они излучают такую пламенную и мотивирующую энергию, да, свойственную именно кардинальным знакам, огненным знакам.
Помимо смелости и решительности, люди с Солнцем в Овне также известны своей способностью вдохновлять и мотивировать других людей. Их естественная харизма и высокий уровень энтузиазма очаровывают и привлекают других и могут быть даже заразительными, побуждают других тоже выйти как бы из зоны своего комфорта и стремиться к своим собственным целям. Люди с Солнцем в Овне — это достаточно амбициозные натуры, известные своим новаторским духом. Их настойчивый и активный подход позволяет им открывать новые горизонты, продвигаться вперед в жизни, да, и они как бы у нас всегда готовы исследовать неизведанное, они склонны идти на риски и первыми принимать решения в различных сферах своей жизни. Если идея, которая им нравится, приходит в голову, и они находят ее интересной, они начинают воплощать ее в реальность, заряжая вот этим энтузиазмом всех окружающих. Они ценят оригинальные идеи, и если они чего-то действительно захотят, то они, конечно же, будут очень настойчивы в достижении вот своих желаний и целей. Они в любых ситуациях предпочитают действовать по-своему и обожают экспериментировать, при этом никогда ни о чем не жалеют. Люди с Солнцем в Овне всегда счастливы. Они терпеть не могут безделья и скуки. Они любят то, что они делают. И они всегда первыми начинают и первыми заканчивают какие-то дела и проекты. Они легко адаптируются к неожиданным обстоятельствам, они открыты к переменам, хотя гораздо чаще предпочитают сами формировать их, но для них это возможность просто стать сильнее и выносливее. И такие люди позитивные и оптимистичные. Неудача их никогда не сломает. И вот несмотря даже на множество положительных качеств, все-таки у них можно выделить в том числе и отрицательные характеристики. Их импульсивный характер и нетерпение иногда могут привести к поспешным решениям или к поспешным действиям, о которых они в том числе, могут впоследствии пожалеть. И вот эта импульсивность — это их характерная черта. И эта черта, конечно же, может привести к необдуманным действиям, непредсказуемым последствиям. То есть, например, они могут совершить какую-то крупную покупку, не учтя финансовые последствия, или, например, начать какой-то проект, не до конца осознавая, сколько времени и усилий потребуется на его реализацию. И вот эта импульсность часто связана со стремлением к быстрому результату. То есть они вспыльчивы, они могут сжечь мосты, если не будут осторожны, но они также быстро отходят и умеют прощать, забывать невзгоды. Еще одна черта — это нетерпеливость, которая может проявиться у них по-разному. Они могут разочароваться в какой-то ситуации, которая требует медленного и последовательного подхода, или же вот это нетерпение, опять же, может привести их к отсутствию настойчивости при столкновении с какими-то препятствиями или столкновении с какими-то задержками. И еще одна такая потенциальная проблема для людей с Солнцем в Овне — это агрессия. Овном управляет Марс, планета войны, да, что может сделать таких людей тоже склонными к приступам гнева или конфликтам. Хотя эту энергию можно направить в позитивное русло, например, постояв за себя или других, но это также может привести к ненужной конфронтации и натянутым отношениям. И в ряде случаев их дерзкая манера поведения выглядит, конечно же, грубой, оскорбительной, и зачастую их агрессивное поведение мешает осуществлению чужого, хорошо продуманного плана. И они не очень деликатны, когда не согласны с чем-то. Волевой характер, стремление к лидерству могут мешать им находить какой-то компромисс, золотую середину в разногласиях или учитывать точку зрения других людей. И это может быть особенно сложно в личных отношениях или в работе в команде, да, где ключевым моментом все-таки у нас является сотрудничество и взаимопонимание с другими. И вот людям с Солнцем в Овне трудно подчиняться другим авторитетным лицам, потому что они сами лидеры, они сами руководители. И с другими авторитетными людьми они предпочитают общаться все-таки на равных. Им нужна свобода, да, и вот эта свобода для них как кислород.
И такие люди обычно очень горды и не очень хорошо воспринимают, если их кто-то обижает. Они могут полностью игнорировать другого человека и просто заботиться, скажем так, о себе и о своих достижениях. Хотя не все овны эгоистичны, но чаще они могут все-таки ставить свои потребности и желания выше других. И эта тенденция может проявляться в невнимании к чувствам окружающих. И они могут непреднамеренно причинить вред окружающим из-за своего смелого и прямого стиля общения. Да? Ставя себя на первое место, отношения и сотрудничество с другими людьми могут оказаться напряженными и могут возникнуть какие-то проблемы. Как проявляют себя люди с Солнцем в Овне в карьере и в профессиональной реализации? Конечно же, карьера очень важна для людей с Солнцем в Овне. Им важно заниматься какой-то деятельностью, которая ставит их, опять же, на первый план. Им важно быть первыми, быть первооткрывателями, начинать какие-то новые проекты. Они предпочитают действовать независимо и хотят иметь такую работу, где их индивидуальный подход сможет процветать. То есть они терпеть не могут, когда кто-то заставляет их что-то делать. И выбирая карьеру, всегда учитывается в том числе и финансовая сторона. И такие люди, как правило, все-таки преуспевают в профессиях, характеризующихся постоянным движением, с какой-то динамикой, высокой активностью, конкуренцией, где требуется быстрая реакция и в том числе новизна действий. Человек с Солнцем в Овне, он не может долго запираться в каком-то пыльном, скучном, душном офисе, где приходится выполнять какую-то монотонную работу. В работе ему необходимо предоставлять, скажем так, свободу действий, широкое поле для самовыражения. И такие люди очень амбициозны, но ими движет не только желание достичь какой-то своей определенной цели. Сама цель не столь важна. Более важным является для них динамика этого последования. И в тот момент, когда человек достигает чего-то, он сразу же задается вопросом, какова же моя следующая цель. И это не что иное, как стремление просто к постоянному движению, к постоянному развитию, да, а не просто к достижению какой-то конкретной цели. В профессиональной среде Овен часто проявляет инициативу и стремится быть, скажем так, в авангарде инноваций. Многие из тех, кто родился Солнцем в Овне, обладают очень сильным таким предпринимательским духом, и на самом деле такие люди очень преуспевают в каких-то крупных корпорациях, в частном бизнесе. Они обладают коммерческим чутьем и способны зарабатывать большие деньги. И многие, как правило, работают либо на себя, либо управляют какой-то компанией. И они склонны временами быть очень нетерпеливыми и вкладывать большие суммы поспешно, безрассудно. И если они смогут контролировать свою импульсивность, то смогут максимально использовать присущий им вот этот деловой потенциал. Такие люди никогда не смогут уйти на пенсию в истинном смысле этого слова, потому что они не могут существовать без каких-то жизненных вызовов и испытаний. И поначалу их, как и большинство, конечно же, очень вдохновляет перспектива проснуться утром, ничего не делать, но уже через 2-3 недели им становится скучно. И тогда они, скорее всего, найдут себе новое хобби, новое занятие, которым, например, давно хотели заниматься, но на которое никогда не хватало времени, потому что они просто не захотят приспосабливаться к уровню жизни, который ниже того, к которому они привыкли. Да? И, скорее всего, вот это их хобби, опять же, может перерасти в какую-то профессию, либо дополнительный источник дохода. Давайте дальше. Солнце в Овне у женщин. Это сильная женщина, с которой необходимо считаться. Она очень независима, уверена в себе и не боится рисковать. Ее напористость и решительность являются такими ключевыми факторами ее успеха как в личном, так и в профессиональном плане. Это прирожденный лидер и часто проявляет инициативу абсолютно в разных ситуациях в жизни. То есть такая девушка полна энергии, энтузиазма. Это пламенная девушка, которая воплощает в себе всю суть Овна. Смелая, отважная, всегда готова взять на себя инициативу.
То есть она не из тех, кто уклоняется от испытаний и, напротив, наслаждается ими, рассматривая каждое из них как возможность доказать свой характер, отточить свои навыки. Это новаторский дух, который часто отражается, в том числе и в профессиональной жизни девушки, да, где можно встретить ее на каких-то руководящих должностях в карьере, которые требуют инициативы, независимости. И эта девушка однозначно ценит свою свободу. Она самостоятельна, она предпочитает полагаться только на свои способности, а не зависеть от других. И в отношениях такая девушка ценит честность, прямоту, прозрачность, предпочитает открыто выражать свои чувства и ожидания, да, и требует того же взамен от других. Она достаточно прямолинейна в общении и не любит двусмысленности, не любит каких-то там игр разума, манипуляций. И такой девушке комфортнее всего, конечно же, находиться в центре внимания, чтобы ее все замечали, аплодировали, чтобы ей восхищались. Ее вот притягательная личность, непоколебимая вера в себя делают действительно таким источником вдохновения для окружающих. Вот эта страсть к жизни, которую она показывает, очень притягательна для других. Дальше. Солнце в Овне у мужчин. Ну, такой мужчина, конечно же, очень страстный и никогда не стоит на месте. Он обладает тоже сильными лидерскими качествами, духом соперничества, ненасытной жаждой к приключениям. Его стремления и амбиции побуждают его добиваться на самом деле очень великих результатов во всех сферах жизни. И такой мужчина тоже отличается своей смелостью, храбростью. Он не боится рисковать и решать проблемы лицом к лицу. У него очень сильная потребность к независимости, к свободе. И вот этот конкурентный характер его заставляет постоянно стремиться к успеху. И очень часто любит такой человек сам себе бросать вызовы. В отношениях мужчина с солнцем в Овне тоже ведет себя достаточно страстно, непосредственно. Он ценит честность и не боится выражать свои чувства. Его привлекают сильные независимые партнеры, способные соответствовать его пылкому духу. Однако его импульсивный характер иногда, опять же, может привести к конфликтам вот в этих отношениях. И в карьере такой мужчина тоже является прирожденным лидером, особенно если это восходящие близнецы, раки и львы. Они не боятся брать на себя ответственность, принимать важные решения, брать ответственность за других людей, а их авантюрный дух и стремление к успеху делают такого мужчину, я бы сказала, даже грозой бизнеса. Он уверен в себе, он напорист, он не боится проявлять инициативу. И он преуспевает в любых сложных ситуациях и всегда готов браться за новые проекты. То есть это прирожденный конкурент и лидер, и любит острые ощущения вот от этой конкурентной погони. Такой мужчина всегда готов к приключениям. Он не из тех, кто сидит сложа руки и позволяет жизни проходить мимо него. Он любит исследовать новые места, знакомиться с новыми людьми, пробовать что-то новое. И часто именно это и привлекает к нему других людей, делает его заметным. Далее, личная жизнь людей с солнцем в Овне. То есть, когда это положение затрагивает 7-й дом или управителя 7-го дома. И можно сказать, что такие люди привносят в свои отношения пламенную и страстную энергию. Они ценят свою независимость и нуждаются в партнере, который сможет соответствовать их энтузиазму и вот этому авантюрному духу. Такие люди часто испытывают острую потребность в какой-то независимости в отношениях. Они самостоятельны и предпочитают брать на себя, опять же, инициативу в своих отношениях и предпочитают принимать решения за партнера, например, да. Стремление к независимости иногда может стать в том числе и проблемой в отношениях, да, особенно с партнерами, которые, ну, на самом деле по природе своей более пассивны или предпочитают более какую-то сбалансированную динамику в отношениях. Однако, когда вот их потребность в независимости, Солнце в Овне делает человека страстным и сексуальным в отношениях, привнося какой-то азарт и приключения, желание новых впечатлений через какие-то даже спонтанные свидания или спонтанные поездки. И эта страстная натура может быть очень привлекательной, в том числе и для других, но также и означает, что нужен партнер, который сможет не отставать от энергии и от этого энтузиазма.
Но все-таки, когда такие люди влюбляются, они погружаются в свою любовь с головой и, опять же, а, преследуют свои романтические интересы. И вот их импульсивная натура может привести к бурным романам, но также может стать причиной конфликтов, поскольку могут возникнуть внезапные перемены. И в ряде некоторых случаев человек может быть властным, может быть эгоистичным. И когда дело доходит до совместимости, то такие люди, Солнце в Овне, конечно же, часто хорошо сочетаются именно с другими знаками огня, Лев, Стрелец, и знаками воздуха, Близнецы, Весы и Водолеи, да, которые могут разделить их любовь к приключениям, азарту вот на уровне этой энергии. А вот отношения с более сдержанными знаками, например, там воды, Рак, Скорпион, Рыбы, да, либо знаками Земли, Телец, Дева, Козерог, то, эти отношения могут быть более сложными, поскольку этим знакам не сильно нравится вот эта независимость Солнца в Овне. Далее, если в гороскопе ваших деток находится Солнце в Овне, то такие детки, конечно же, обладают большой физической энергией. И они действительно могут хорошо учиться в школе, так как руководствуются главным образом своим врожденным инстинктом быть номер один, быть первыми. Однако нельзя сказать, что такие дети особенно настойчивые и терпеливые в изучении каких-то сложных и углубленных предметов. И в этом случае их внимание быстро рассеивается, и они быстро переключаются на какие-то другие задачи. Родители не должны терять надежду, что вдохновение к обучению их чаду придет тогда, когда оно им нужно будет больше всего и, скорее всего, перед экзаменационной сессией. Однако, что касается занятия в спортивных секциях, участия в каких-то спортивных мероприятиях, соревнованиях, то дети Солнца в Овне, конечно же, будут впереди всех и, скорее всего, будут занимать лидирующие позиции. Таких детей очень сложно призвать на самом деле к дисциплине, так как их свободный дух все-таки предпочитает парить над всеми ограничениями. И лучший способ коммуникации с такими детками – это объяснить причину каждого навязанного им правила. Если эти правила разумны, логичны и имеют смысл, тогда детки, скорее всего, смирятся с этой необходимостью и будут им следовать. Ну а если же навязываются просто какие-то правила для демонстрации родительской силы, то, скорее всего, обе стороны потратят очень много времени и сил на бесполезные дуэли. Как проявляются в родительстве люди с Солнцем в Овне? Будучи родители, такие люди тратят много энергии, рвения и энтузиазма, чтобы направить своих детей в правильном, опять же, по их мнению, направлении. И таким образом время их детей полностью заполняется какими-то увлекательными, опять же, с точки зрения родителей, занятиями. И родители Солнца в Овне могут водить своих детей на разные кружки, занятия спортом, на уроки там карате, кино, прогулки, походы, катание там на лыжах, на коньках, да где угодно. Хотя их энтузиазм, естественно, может быть похвален, им, опять же, не следует забывать истинную причину, да, по которой они вкладывают так много времени и усилий в своих детей. И во многих случаях ответ кроется в том, что родители просто преследуют не только интересы своих детей, но свои собственные амбиции, и их дети просто становятся инструментом реализации вот этих собственных стремлений, желаний, которые им не удалось реализовать самостоятельно. И, например, такие родители могут много времени потратить, чтобы просто отвести ребенка на какой-нибудь вид спорта, а на самом деле ребенок может этого не хотеть. Он может предпочитать, например, остаться дома, там, почитать книгу, поиграть в компьютерные игры, пообщаться с друзьями и так далее. И опять же, не стоит забывать, что не все дети имеют столько энергии, да, как у их родителей, у которых Солнце в Овне. Поэтому, опять же, родителям следует развивать чуть больше уравновешенности и такта, и больше уважать желания своего ребенка. А еще лучше, конечно же, научиться слышать своего ребенка. Далее, Солнце в Овне и здоровье. Люди с Солнцем в Овне имеют тенденцию сохранять высокий уровень физической энергии прям до старости. И их уровень энергии гораздо выше, чем у их сверстников, потому что Солнце у нас отвечает за иммунитет и жизненную энергию. И мы с вами это уже обсуждали на этом канале. И таким людям желательно продолжать заниматься спортом до тех пор, пока у них есть на это силы.
И они на самом деле обычно являются самыми сильными и выносливыми среди своих сверстников, прям до самой старости. Поскольку представители Солнца в Овне находятся под управлением Марса, и они весьма склонны тогда к разного рода падениям, травмам, ожогам, порезам, каким-то хирургическим вмешательствам и так далее. Но, к счастью, они действительно от рождения одарены прекрасными восстановительными способностями. И в любом случае таким людям рекомендуется быть более осторожными, когда им приходится работать, например, с топорами, режущими, колющими или горящими предметами, или, например, при управлении транспортом. Хотя, по сути, если они являются успешными лидерами, директорами каких-то компаний, они легко могут нанять себе рабочих по этим направлениям. И так как такие люди затрачивают все-таки очень много физической энергии, чем другие знаки зодиака, им нужно больше еды для восполнения своего энергетического потенциала. Однако все-таки с возрастом надо отметить, что обмен веществ у таких людей, конечно же, ухудшается, поэтому рекомендуется постараться ограничить аппетит и уменьшить порции в разумных пределах. И многие люди Солнца в Овне, конечно же, любят острые блюда, но их желудки не всегда согласны с их решениями. Поэтому им больше подходят такие простые, но питательные блюда. А если вы хотите узнать, какие действия надо совершать, чтобы направить энергию Солнца в плюс, найти мотивацию, зажечь вот именно в себе внутренний огонь, чтобы быть похожими на Солнце в Овне и гармонично проживать это положение, приходите ко мне на интенсив, узнай секреты своего гороскопа, где вы получите конкретный список действий по своему персональному гороскопу для успешного усиления важных сфер своей жизни. Вся информация будет по ссылке под видео. А с вами была Саша Ващенко, и до новых встреч!